Я был в ловушке. Ножи уперлись мне в горло, и в грудь, и в мой... Огурчик с яйцами. Ну и шуточки у вас, конечно, в мультиках. Всем привет! Синдбад. Легенда Семи морей — это мультфильм DreamWorks Animation 2003 года. Красочный, увлекательный, и из него мы узнали, что Земля на самом деле плоская. Можно дискутировать о плюсах и минусах картины, но что точно, на этом эра двумерных экспериментов для DreamWorks закончилась. Поехали! Не так давно я выпускал обзор на «Дорогу на Эльдорадо», мульт DreamWorks той же эпохи. Я довольно строго высказался по поводу сюжета картины и признаю, что, возможно, сгустил краски. Все-таки с главной своей задачей развлекать мульт справляется на ура. Это добротный аттракцион. Но по поводу сценария тут, конечно, можно спорить. И попытки оправдать случайности в фильме тем, что жизнь такая же непредсказуемая, или что Тулио и Мигель действительно находятся под патронатом богов. Камон, ребят. Сегодня же мы говорим о Синдбаде. И этот мульт на несколько порядков выше, чем «Дорога на Эльдорадо». Это твое мнение. По моему мнению, говорю на всякий случай. Хотя «Спирит. Душа прерий» выше этих обоих фильмов. Опять же, имхо. Это не истина, я не претендую. Синдбад. Легенда Семи морей — это уже прицел на аудиторию повзрослее, как минимум подростков. В нашей стране он имеет рейтинг 12+, хотя ничего такого запретного, кроме некоторых эвфемизмов, там не обнаружил. Как-то странно, что та же «Дорога на Эльдорадо», где есть явные сексуальные намеки, имеет рейтинг 0+. По каким принципам у нас определяет возрастную аудиторию, для меня загадка. Синдбад доставит удовольствие людям всех возрастов. Во-первых, из-за превосходно поставленного экшена, все эти погони, сражения, хореография боев выглядит круто. Какая постановка? Во-вторых, добротный визуал. Да, такая трехмерка сносно смотрелась в 2003-м, но дело не в уровне 3D. Как мне кажется, здесь DreamWorks достиг своего потолка в совмещении традиционной и трехмерной анимации. В некоторых вот таких смешанных мультах иной раз кажется, будто трехмерка порой напихана чисто ради понта, а не для потребностей повествования. В Синдбаде компьютерная анимация делает экшн-сцены по-настоящему потрясными и напряженными, да и взаимодействие рисованных героев с трехмерной средой убедительно. Но вся эта красота не работала бы без интересного сюжета и клевых персонажей, и есть тут такое. Сразу надо принять, что это не тот оригинал Синдбад из «Тысячи и одной ночи». Тут гораздо больше элементов античной мифологии, а сам главный герой далеко не араб. От Синдбада только имя. Можно было придумать вообще отдельного персонажа и назвать его как угодно, но Синдбад — это известный бренд, так что... И за это мультфильм критиковали. Мол, в Голливуде и так часто воспроизводят негативный образ арабов, и у мульта была прекрасная возможность повлиять на формирование положительного имиджа. Но, скорее всего, студия попаялась, что если главные герои будут арабского происхождения, это негативно повлияет на прокатную историю. Не забываем, что прошло всего 2 года после событий 11 сентября. Хотя мульт в любом случае с треском провалился, но это уже мы забегаем вперед. Итак, мир этот по большей части античный. Тут вам и сирены, что своим пением тащат моряков на дно, и имена некоторых героев, и названия локаций. Да, собственно, и главные антагонисты Рида, богиня раздора и хаоса в греческой мифологии. Отказались от изначальной идеи следовать сюжету первоисточника. В оригинале «Приключения Синдбада» — это 7 странствий. Так вот, сюжет картины изначально должен был строиться на первом из них. Были амбиции сделать целую серию фильмов. Так, вторая часть посвящена второму путешествию героя, третья — третьему и так далее. Но глава Джеффри Катценберг изменил решение после провала «Дороги на Эльдорадо», которая тоже задумывалась как серия фильмов. Решили полностью изменить концепцию и придумать оригинальное приключение, завязанное на античных образах. Но кое-какие элементы оригинала сохранились. Так, в сказках Шахерезады тоже был эпизод, где главные герои оказались на острове, полном растительности, который на деле оказался гигантской рыбиной. Ну или огромная птица Рух, тоже из оригинала, правда в мульте ее появление сильно отличается. Приключения Синдбада здесь завязаны на охоте за книгой мира и борьбе с хитрой манипуляторшей богиней Иридой. Ну и любовная линия, как водится. Синдбад, озвученный, о господи, Брэдом Питтом, это привлекательный герой с внутренним конфликтом. Превращение его из эгоистичного человека в самоотверженного и благородного тут, пожалуй, главный конфликт. Неспроста финальное испытание Эриды связано именно с нелегким моральным выбором для главного героя. Изначально этот чувак пират и вор, что промышляет грабежом судов со своим отрядом. Типа украсть книгу мира. Реликвия, от которой зависит судьба 12 городов, охраняется так, словно это перевозка консервов. Чё бы не украсть. Как 2 пальца. Синдбад очень крутой и не боится никаких опасностей. Но с самого начала очевидно, что он не такой говнюк, каким хотел бы казаться. Это лишь вопрос времени, когда он проявит себя с лучшей стороны. Многим герой напоминает Джека Воробья. Марина — прекрасная героиня, без которой экипаж корабля сгинул бы на полпути к пункту назначения. Озвучка Кэтрин Зета-Джонс. Вау, что за актеров собрали здесь? Она храбрая, умная, красивая и очень быстро завоевывает уважение со стороны команды Синдбада.
удалось спастись, просто невероятно. И будучи особой голубых кровей, девушка всегда мечтала о морских просторах и приключениях. И честно, для дамы, которая о таком только мечтала, но не пробовала, она уж слишком круто себя показывает, как будто с самого детства на корабле жила. Марина посватана с принцем Протеем из Сиракуз. Это союз, основанный на политике, не на любви. И уж, конечно, занудному и слишком правильному Протею девушка предпочтет сорвиголову Синдбада. Я тебя люблю. Это понятно уже с первых сцен их общения. Они собачатся, конфликтуют, так и хочется сказать: да поцелуйтесь вы уже, и так понятно, к чему все идет. Более грубых и упрямых мужчин, чем ты, я еще не встречала. Я первый настоящий мужчина в твоей жизни. Не похоже на гармоничные отношения. И радует, что Протей ведет себя адекватно, не хочет мешать счастью других и просто уходит в сторону. Это делает ему честь. И есть тут еще и Эрида. Вот к ней двойственное отношение. Персонаж зачетный, я думаю, это краш многих парней, что смотрели мульт в юности. Она безумно коварная и привлекательная. Смотреть бы еще в оригинале с озвучкой Мишель Пфайффер. Звучит это сексуально. Just look at them. I pull one tiny thread and their whole world. Персонаж круто проработан визуально, во всех своих появлениях она завоевывает кадр и оттесняет всех других персонажей, потому что с ней точно не соскучишься. Она постоянно меняется в кадре, меняется форма, размер относительно героев, волосы вообще живут своей жизнью. Собственно, богиня раздора и хаоса сама по себе живое воплощение хаоса. Это действительно крутая работа аниматоров. Но вот если уж содержательно, то до конца непонятна логика ее поступков. Что она по итогу хочет? Устроить хаос в Сиракузах? Сиракузы останутся. Без нового царя и ввергнуться в невообразимый хаос. Не слишком ли ты тогда заморочилась? Если смерть Протея приведет к хаосу, то убить ты его могла без проблем сама, изи катка. Да и вообще, напусти своих зверей на Сиракузы, такой хаос будет, мама не горюй. Или для Эриды важнее доказать темную природу человека, а конкретно Синдбада. И все эти манипуляции были для того, чтобы главный герой совершил духовное падение. Твое сердце такое же черное, как мое. Ты не знаешь, что у него на сердце. Нет, знаю. Все ты знаешь. К чему тогда интерес именно к нему? На свете полно других людей с внутренним конфликтом, которые могут стать игрушкой в руках богини. А книга тебе зачем? Возможно, ее цели меняются по ходу истории, а может, она сама не понимает, чего жаждет. Что очень даже сканает за объяснение, ведь она сеет хаос, и это проявляется и в ее поступках в первую очередь. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Есть тут еще персонаж, что зацепил многих зрителей, это пес Спайк. На тестовых показах он так зашел аудитории, что создатели решили увеличить его экранное время и добавить еще сцен с ним. И озвучил Спайка почти десяток разных псов. Есть немало героев второго плана, что тоже кажутся любопытными, и хотелось бы узнать про них больше. Особенно про Кейла, такой матерый здоровяк с добрейшим сердцем, что может, когда нужно, указать Синдбаду на неправильность его поступков. Больше же всего меня приколола ситуация с Протеем. Этот благородный перец согласился сесть в тюрьму вместо Синдбада. Главный герой должен возвратить книгу мира в течение 10 дней, иначе Протей, что поручился за него, лишится головы. И как-то странно это. С одной стороны, респект вам, что настолько уважаете закон, у вас тут перед ним все равны, и даже принца можно казнить. Но серьезно, даже настолько вы казните стопроцентно невиновного человека за то, что он согласился занять место Синдбада. Это не перебор, у вас есть власть повлиять на этот исход, но вы даете Синдбаду минимальнейший срок на поиски книги. Синдбаду дается 10 дней, чтобы вернуть книгу. А чё так мало? Если Синдбад не вернется, ты примешь смерть вместо него. Может, стоило дать времени побольше, учитывая, что героев Тартар надо фигачить на край света, и есть риск, что невиновный принц лишится головы. Вы могли назвать любой срок. У вас совесть есть вообще? Козлы. В целом же сюжетно это отличное приключение. За исключением Эриды, мотивация героев вполне понятна, и сами персонажи непростые и интересные. И жаль, что продолжения не было. Хотелось бы увидеть новые приключения этой славной команды, и я бы не отказался и от приквела про то, как познакомились Синдбад и Протей, как развивалась их дружба и как они разошлись по разным путям. Но, увы, визуально претензий к мульту нет, создатели сделали для зрителя прекрасный, полный опасности мир, который погружает в себя с головой. Это клевый аттракцион для зрителей самых разных возрастов. Но в прокате мульт ждал оглушительный провал, и это не могло не иметь последствий. Эра двумерных мультфильмов DreamWorks подошла к концу. Да, в принципе, традиционная анимация доживала последние деньки.
Что касается двумерных мультов от DreamWorks с начала нулевых, все они провалились коммерчески, но, как видится, не из-за качества, а из-за того, что были выпущены не к своему времени. Народная же любовь к ним до сих пор жива. И напоследок, вы знали, что у мульта про Синдбада есть небольшое продолжение. Называется «Синдбад и остров Циклопа». Синдбад, Марина и братва сталкиваются с одноглазыми гигантами и дают им прикурить. Фишка в том, что на DVD этот интерактивный мульт можно было посмотреть с точки зрения разных персонажей. А на лицензионных VHS его показывали сразу после оригинального мульта до появления титров. Ну а если вы смотрели «Синдбад. Легенда Семи морей», делитесь мнением. Какие сцены больше всего зацепили? Кто из героев ваш любимый? От кого из этих монстров вы могли наделать кирпичей в детстве? Если поставишь лайк и подпишешься, то приключения наполнят всю твою жизнь. С вами был Старый Видик. Пока. Я много слышал о ней, много читал, но не видел ее никогда. О, дерьмо.